Всем привет! Обычно я делаю доспехи, но в этом видео я буду ковать тесак. Для этого у меня есть газовый горн, который нужно предварительно прогреть. Ковать буду из старой рессоры, которая сейчас закалена. И чтобы убрать закалку, я нагреваю ее до желтого цвета. Предполагаю, что в этой рессоре сталь 65Г. Времена нынче неспокойные, поэтому надеваю защитную маску. Рессора была изогнута, поэтому для начала я ее выравниваю перед работой на прессе. Сразу скажу, что такую упаковку я делал когда-то очень давно. И делать клинки я в общем-то не умею. Поэтому разбирающиеся люди, вероятно, увидят какие-то ошибки. Можете смело писать, что не так, я буду принимать это все во внимание. Начинаю формировать будущую рукоять тесака. Использую полуцилиндрические бойки для эффективной разгонки материала в длину. Кузнечного молота у меня нету, но есть кузнечный пресс, который отлично справляется с поставленной задачей. Начинаю вытягивать завитушку, которая будет возле острия со стороны обуха. Разгоняю сталь в острие тесака. Обратите внимание, что пластину я располагаю под углом 45 градусов, чтобы сталь тянулась в нужную мне сторону и получилась остроконечная геометрия. Вытягиваю сталь в сторону лезвия, оставляю при этом обух тесака толстым. А тут я решил поимпровизировать. Мне пришла в голову идея сделать кровосток. Дело в том, что эти бойки пресса как будто предназначены для этого. В отличие от молота, при работе с прессом нету вибрации и деталь не подскакивает. Поэтому делаю дол, хотя с точки зрения средневековой историчности это, наверное, неправильно. Такие тесаки, скорее всего, делали без дола, так как это примитивный сельский инструмент. А теперь, когда все закончили писать комментарии, что кровостоком называют выемку на клине только безграмотные неучи, выдохните, я вас просто троллю, чтобы вы там сильно не закисали на карантине. На этом этапе я решил сделать дополнительный отжиг стали. Для этого прогреваю тесак в печке и даю медленно остыть вместе с ней и оставляю на ночь. На следующее утро, пришел в мастерскую, я заметил, что кто-то шкребется в моем валерьяне. Вообще-то, с его помощью я отапливаю мастерскую. Сначала подумал, что залезла какая-то крыса, поэтому одел перчатки, взял кочергу, чтобы, если шо, сразу захерачить, но там оказалась маленькая птичка. Попробовал покормить ее печеньем, но она не захотела, наверное, насекомых ест. Выпроводил ее на улицу и прогнал на поле, чтобы на проходе не тусовалась. Дальше должна разбираться сама. Может, эта птичка меня приняла за своего. Маска чумного доктора конкретно похожа на клюв. Кстати, о маске. Сразу скажу, работа не моя, а мастеров из Николаева. Владимир Кудесник и Серж Брнелье. Мастерская Armor Art. Видна кропотливая работа над отравлением, аккуратная сборка. Кстати, эти мастера жили только за счет того, что ездили на фестивали со своими работами. А теперь все поотменяли, и у них, мягко скажем, тяжелые времена. Поэтому, если вам приглянулась эта замечательная маска, или вам нужно сделать что-то похожее, пишите все вопросы по ссылке в описании. И не забудьте, пожалуйста, указать, что вы от меня. Заранее спасибо. Вернемся к паковке. После отжига намечаю контур тесака и обрезаю лишнее болгаркой. В процессе ковки на лезвие образовались волнообразные выступы. Мне они понравились. Поэтому я решил их оставить и подправить. Обратите внимание, на болгарке не стоит защитный кожух. Это неправильно. Я уже давно работаю с болгаркой и знаю, как она себя ведет в разных ситуациях.
А поскольку мне часто нужно работать разными сторонами круга, то такой кожух будет замедлять мою работу. Если вы в первый раз взяли в руки болгарку, то вам крайне рекомендуется работать с одетым кожухом, а деталь должна быть надежно закреплена. Сейчас я формирую завитушку на конце лезвия. Тут я уже грею резаком, а не горном. Так мне как-то привычнее. Мне не понравилась слишком длинная часть, поэтому я ее обрезал и сейчас делаю по новой. Вот теперь клинок начинает мне нравиться. Подравниваю плоскости и приступаю к завершающему этапу ковки формы. Загибаю крюк на рукояти. Зачистным кругом на болгарке равняю дол и выступающие холмы на паковке, чтобы потом меньше работать на гриндере. Ну и приступаю к работе на плоскошлифовалке. Мне казалось, что ничего сложного тут не должно быть, но для выведения ровной плоскости нужна хорошая сноровка. Поэтому у меня не сразу получилось вывести приемлемую плоскость клина. После грубой обдирки я ложу тесак в электропечь и делаю хороший отжиг. Догреваю до 800 градусов и оставляю на ночь медленно остывать внутри печки. Пока происходит отжиг, попробуем разобраться, откуда вообще взялся этот инструмент. Слово «тесак» происходит из чешско-венгерского региона и обозначает большой нож с широким клинком. Это рубящее короткое оружие, которое в средние века использовались как боевые ножи и мечи. Подобное оружие еще называлось дюссак. Считается, что предком дюссака был фальшион. Средневековое клинковое оружие, клинок которого расширялся к острию. Гарда и навершие были как у стандартного меча. Хотя с фальшионом их объединяет только односторонняя заточка, но среди реконструкторов закрепился термин эрзац-фальшион, то есть заменитель фальшиона. Однако большинство исследователей оружия сходятся во мнении, что это лишь разговорное название. Дюссак можно приравнять чуть ли не к кухонному ножу, только больших размеров. По форме он напоминает небольшую саблю. В длину варьировался от 60 до 65 см. Представлял собой цельный кусок металла, половина которого могла быть рукоятью. Она являлась продолжением клинка и загибалась от обуха к лезвию, образуя крюк. А иногда отверстия просто вырубали в клине непосредственно под руку. Дюссак получил еще одно прозвище – крестьянская рубилка. Мне очень понравилось декоративное сердечко, которое есть на некоторых примерах. Такое сочетание брутальности и няшности создает определенный шарм. Ставлю клеймо на холодно. Для этого при первом ударе я немного наклоняю стержень, чтобы картинка хорошо отпечаталась нижним углом. Это поможет мне на ощупь определить правильное положение клейма для нанесения остальных частей рисунка. На холодно с одного удара почти невозможно выбить такую широкую картинку. Приступаю к нагреву для закалки.
Перед этим я прихватил электросваркой два уголка к обуху, чтобы уменьшить искривление при нагреве. В мою печку тесак помещается впритык, и при отжиге его погнуло, пришлось выравнивать. Догреваю на 800 градусов и колю на воду. Опытные кузнецы советуют так не делать и калить на масло, потому что при закалке на воду может порвать сталь, но у меня все прошло нормально. Armory Smith for your victory. После закалки пружинную сталь нужно отпустить. При этом понизится твердость, но увеличится вязкость. Без отпуска такая заготовка может быть хрупкой, как стекло. В этом состоянии, если вы уроните тонкий меч на пол, он разлетится на осколки. Получился вот такой тесак. Масса 1 кг 650 грамм. Это многовато для такого оружия, тем более одноручного. Угол заточки примерно как у топора. И чем больше я его крутил в руках, тем больше понимал, что это в первую очередь ремесленный инструмент. Например, рукоять на острие дает возможность лучше контролировать его при разделке туш животных. А зубцы могут легче перепиливать сухожилия. Да и крючки подходят больше для того, чтобы удобно повесить на рабочем месте, чем таскать его таким образом на войне. Ну и конечно же нужно протестировать, что же у меня получилось. Вот так мой тесак рубит акацию. В маске это делать не очень удобно, да и без очков я рубил больше на ощупь, не особо понимая, куда бью. Так, айфоны на ютубе уже ломали, ноутбуки расстреливали. Но сейчас будет действительно шок-контент. Особо впечатлительным рекомендуется отойти от экранов, выключить звук, накрыться подушкой и начинать плакать. Встречайте самый востребованный ресурс планеты в наше время. Причина конфликтов и бойни в супермаркетах. Источник счастья и спокойствия в семьях. До сих пор не понимаю ажиотажа вокруг нее. Итак, разрубит ли тесак рулон туалетной бумаги? Я вообще-то надеялся, что тесак разрежет ее как дамасская сталь, пушинку на лету, но и я ошибался. Только с 4-го раза я разрубил этот рулон. Причем в пень тесак зашел так крепко, что пришлось выбивать его молотком. Теперь на очереди следующее шокирующее видео. Те, кто выдержал рубку туалетки, могут не вытерпеть следующего. Это послание для тех, у кого есть возможность сидеть дома, но им не сидится там. Сидите дома. Избегайте контактов с людьми, особенно с докторами. Старайтесь не заболеть, а то кто его знает. Вдруг вас будет лечить вот такой полоумный доктор с тесаком, который умеет делать или ампутацию, или кровопускание. Всем добра!